Здравствуйте, друзья! В продолжении темы о зимних посевах я хочу рассказать еще о некоторых красивых и малоизвестных цветах, которые можно посадить на рассаду в январе. На моем канале уже есть подобное видео, где я предложила более широкий список растений. Посмотреть его можно, перейдя по ссылке в описании под этим роликом. Сегодня я лишь хочу дополнить его еще одними декоративными культурами, которые смогут украсить не только ваш сад, но и домашний интерьер. К таким, например, относится пентас. За необычный вид ярких цветов его прозвали египетской звездой. В средней полосе пентас выращивают как горшечную культуру в домашних условиях и в саду. Его кустики отличаются компактными размерами и эффектным цветением, которое может быть в любое время года. Яркие и пышные соцветия пентаса особенно радуют в то время, когда другие цветы уже давно отцвели, а именно с октября по февраль. К сожалению, в садах с холодным климатом пентас выращивают как однолетник или заносят его на зимовку в прохладное помещение. На более южных участках с теплыми зимами пентас культивируют как многолетник. Это растение цветет не только зимой, но и летом. Но для этого стоит позаботиться о его раннем посеве, которое проводят уже в январе-феврале. Кустики пентаса также не составит труда размножить методом черенкования. Яркие объемные соцветия египетской звезды могут быть разной окраски. Они легко украсят не только ваш домашний интерьер, но и цветочные клумбы и миксбордеры. Но при выращивании в холодных садах их потребуется осенью выкопать и занести на зимовку в помещение с температурой не ниже 10 градусов тепла. Среди этой декоративно цветущей культуры есть много популярных сортов, которые станут ярким украшением летнего сада и вашего дома. Не менее эффектное растение с ароматными сине-фиолетовыми цветами, которые с каждым годом набирают все большую популярность, это гелиотроп. Этот цветок также можно вырастить с помощью посева семян на рассаду зимой. Гелиотроп относится к растениям с долгим периодом вегетации. Чтобы увидеть его первые соцветия, от появления всходов должно пройти более 3 месяцев. Поэтому многие его высевают уже с конца января-февраля. Но при покупке семян обращайте внимание на срок годности, указанный на упаковке, так как просроченный семенной материал, скорее всего, всходов не даст. Гелиотроп просто фантастически выглядит в своем массовом цветении. Ко всему, он еще и потрясающе пахнет. Более подробно узнать об этом уникальном растении с ярко-фиолетовыми цветами и сладким ванильным ароматом можно из моего видео, ссылка на которое сейчас находится в верхнем правом углу экрана. Хочу уточнить, что для столь ранних посевов потребуются необходимые условия. Хороший результат удастся достичь не только отбором свежих семян, но и соблюдением температурного и светового режима. Молодым нежным сеянцам крайне важно тепло около 22-25 градусов, оптимальная влажность и дополнительное освещение в виде ламп. Если у вас нет возможности предоставить всходам искусственный свет, вся ваша работа может не увенчаться успехом. Также садоводам северных регионов запоздалой и холодной весной с посевами лучше не спешить и сдвинуть сроки примерно на месяц-полтора. Друзья, как всегда, к вам большая просьба. Посоветуйте, какие растения стоит высевать на рассаду уже в январе. Не забывайте делиться своим мнением и опытом в комментариях, а также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Очень красивая цветочная культура для комнатного и садового цветоводства – это гербера. Ее вы также можете посеять семенами на рассаду уже в январе. Этот цветок многие называют африканской ромашкой, хотя от обычных ромашек он сильно отличается. Цветы у герберы намного крупнее, уже не говоря про их яркую и многообразную цветовую палитру. Родиной этого растения является Африка. Поэтому в открытом грунте его выращивают как однолетник или же как тепличное и комнатное растение. В южных садах гербера цветет уже с ранней весны и до поздней осени. Из ее ярких цветов составляют потрясающей красоты букеты, которые долго стоят в срезке. Среди многочисленных сортов особо красивые махровые герберы. Есть также более компактный вид для домашнего содержания, к которому относится гербера Джемсона. Но чтобы увидеть первые цветы, от посевов должно пройти около 10 месяцев. Поэтому этот красивый цветок при возможности необходимо сеять как можно раньше. Еще один потрясающий красоты и нежности цветок – это ранункулюс.
Это растение не только отличается своим длительным цветением, но и неприхотливостью. Ранункулюс относится к распространенному семейству лютиковой. Его декоративные сорта отлично подходят для выращивания не только в цветниках, но и в домашних условиях. В комнатном цветоводстве особенно ярко себя показал ранункулюс азиатский. У некоторых его сортов диаметр цветов превышает 10 см. Это красивое растение в природе встречается на территории Турции. Его обычно так и называют – азиатский лютик. Хотя многие сорта, глядя на фото, можно легко перепутать с махровыми розами. Их часто используют для составления свадебных букетов. Данные цветы начинают высевать на рассаду уже с конца января в феврале. Жителям более холодных регионов с посевами можно не спешить, но стоит отметить, что семена ранункулюса имеют довольно низкую всхожесть и долгое время храниться не могут. Обычно высевают только свежесобранный семенной материал, желательно собранный с первых распустившихся цветов. Намного проще размножить ранункулюс из его клубних луковичек. Не менее привлекательное и, как по мне, даже экзотическое растение, которое перед посевом нуждается в стратификации, это птилотус. Его семена перед посевом необходимо выдержать не менее месяца в холодных условиях, например, в холодильнике. Именно поэтому о его посевах стоит задуматься уже в январе. Очаровательные и необычные на вид соцветия птилотуса способны украсить не только сад, но и домашний интерьер. Особо декоративный сорт с серебристыми пушистыми хвостиками под названием Joy. Об этой уникальной культуре я уже выпускала отдельное видео. Посмотреть его вы сможете, перейдя по ссылке, которая сейчас находится в верхнем правом углу экрана. Еще одно довольно редкое растение, которое оценят все любители сине-фиолетовых и голубых цветов, это миканопсис. Этот дивной красоты цветок также требует длительной стратификации холода, поэтому с посевами этой культуры не стоит затягивать. Миканопсис еще называют гималайским маком. Его эффектные цветы могут быть сине-голубой и фиолетовой окраски. Это очень красивое растение, которое требует к себе соответствующего ухода. Более подробно об этом красивейшем многолетнике я рассказывала в одном своем видео, ссылка на которое сейчас находится в правом верхнем углу экрана. Очень рекомендую для создания красивых композиций подвесных кашпо посеять на рассаду ампельную виолу. Она неприхотливая и долго цветет, создавая настоящие купола из многочисленных пестрых цветов. Хочу также напомнить, что уже в январе высевают на рассаду многие ампельные культуры. К ним относятся каскадные петунии, бегонии, бакофа и другие цветы. По ампельным растениям вы также сможете посмотреть более подробное видео, ссылку на которое я оставлю в описании под этим роликом. Также хочу пожелать вам удачных посевов и шикарного цветения в новом сезоне. А если вам это видео было хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.